Всем привет! Сегодня будем с вами вязать вот такие книжечки. Одна не раскрывается, вторая с секретом. Вот такая. Вяжется очень быстро, очень элементарно, ничего сложного у нас нет. И что я могу сказать? Приступаем к вязанию вот такой красоты. Начинаем вязать с обложки. У меня обложка будет розовая. Набираем 13 воздушных петель. Далее со второй от крючка мы провязываем 12 столбиков без накида. Провязали мы, получается, первый ряд. Теперь делаем воздушная петля, разворот и провязываем 12 столбиков без накида. Довязали второй ряд. И дальше с 3 по 8, это 5 рядов, мы провязываем воздушная петля, разворот и 12 столбиков без накида. Так провязываем до 8 ряда включительно. Довязывайте сами. Вот мы с вами провязали 8 рядов. Смотрите, такая обложечка у нас получается. Переходим к 9. Вяжем воздушная петля, разворот. И следующие 12 столбиков мы будем провязывать за передние стеночки. Вот, за передние. Видите, вот я схватила только за переднюю стеночку. Это мы формируем корешок книги. Тут будьте внимательны, потому что у нас такая, видите, вот получается красивая полоса будет. Так, довязали 9 ряд. Провязываем петлю подъема, разворачиваем и вяжем 10 ряд. А вот 10 ряд мы с вами будем провязывать за задние стеночки. Вот.
То есть провязываем 12 столбиков без накида за задние стеночки. Вот смотрите, у нас прямо вот она складывается. Видите, так прямо просится. Вот этот ряд просится, чтобы его сложили. Так, теперь делаем опять воздушная петля. Разворачиваем. И дальше с 11 по 18, 8 рядов, мы будем провязывать по 12 столбиков без накида. За обе стеночки уже. Теперь вы справитесь дальше самостоятельно. Продолжайте. Вот мы связали нашу обложечку. Смотрите, какая милая получается. Теперь нам надо сделать обвязку. Провязываем воздушную петлю. И дальше мы с вами будем вязать. Смотрите, у нас вот книжечка прямо складывается, видите? Получается вот такой корешок. И книжечка сама просится сложиться, поэтому у нас вот это будет лицо. Лицо. Так, мы закончили. Сделали воздушную петлю. Поворачиваем вязание. И провязываем 12 столбиков без накида. Здесь в уголочке мы провязываем воздушную петлю. Сюда же в уголочек. И дальше опять вяжем столбиками без накида. Вот видите, у нас есть вот между рядами. Следующий сюда. Один рядочек. Второй рядочек. И так идем дальше. Не пропускаем. Таким манером мы доходим до уголочка. И в уголочке мы будем... Сейчас я еще не дошла, уже забежала наперед, рассказываю, да? Так. Вот наш уголочек. Провязываем воздушная петля. Сюда же в уголочек. И снова провязываем уже по этой стороне. Вот смотрите. Видите, у нас такая выровненная уже краешек получается, очень красивый. Дальше довязываем самостоятельно. Вот эту ниточку мы ввязываем уже по верхней стороне. И вот смотрите, мы дошли до окончания нашей обвязочки. Она заканчивается в углу. Здесь мы делаем, в уголочке у меня уже здесь есть петелечка. Мы делаем воздушную петлю. И я обрезаю нитку. Нитку обрезаю подлиннее. Мы будем
пришивать к карабину. А там уже смотрите сами, если вы будете пришивать, то оставляйте ниточку побольше. Так, и здесь я буду делать такую непрерывную косичку. Мы с вами уже делали, не знаю, как она правильно называется. Простите, если что, если я... Вернее, или напишите, как правильно называется. Нам надо такая, чтобы была замкнутая косичка. Вот. Все. Смотрите, книжечка, обложка готова. Вот у нас прямо складывается корешочек. И вот она, наша книжечка. Теперь нам надо вот эту ниточку спрятать, убрать. Вот так. Это у нас... Книжка у нас будет пришиваться вот за корешок. Поэтому нам ниточку нужно именно сюда довести. Так, незаметно, невзначай. Доводим. Так, все красиво. Здесь немножко пушочек остался. Все. Красота. Ниточку оставляем. Переходим к следующей части. Будем вязать белые листочки. В моем случае молочные. Не хочу совсем белые. Мне нравятся такие вот молочные. Приступаем к вязанию листиков белых. Набираем 16 воздушных петель. Со второй от крючка провязываем 15 столбиков без накида. Теперь со 2 по 10 9 рядов мы провязываем воздушная петля подъема, разворачиваем полотно и вяжем 15 столбиков без накида. Без любых изменений, просто так вяжем до конца, по 10 ряд включительно. Дальше продолжайте сами. Вот мы провязали наши листочки. Это у нас будет 2 листочка вот таких сложенных. Теперь нам нужно сделать обвязочку. Обвязочку мы будем делать точно так же, как и на книжке. То есть в уголках столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. И здесь мы провязываем столбиками все без накида. Просто выравниваем листочки, чтобы они у нас были красивые, ровные. Так как мы такое уже с вами делали, это вырежешь.
уголочек. Мы провязываем столбик, воздушная петля и сюда же столбик без накида. И дальше. Дальше справитесь самостоятельно. Вот мы почти довязали наш листочек, один, второй. И теперь здесь буду делать тоже такую косичку непрерывную. А в конце нам надо сделать еще что? Воздушная петля. И все. И теперь я буду закрывать. Пропускаю через предыдущую, вытаскиваю. И вот теперь отсюда. Удобнее немного, конечно, иголкой, но я справляюсь и крючком. Вот такая у нас красота. Теперь смотрите внимательно. Вот наша книжечка, обложка. Вот у нас лицо. Видите? Лицо, здесь и обвязка. Она немножечко по-другому смотрится. И у нас есть вот этот корешочек. Вот наш верх. Ложим изнаночкой вверх. И теперь берем наш листочек. Тоже будем ложить его изнаночкой вниз. Значит, смотрите, можете пришивать, если хотите. Я пистолетом просто приклею аккуратненько. Так, здесь чуть-чуть добавить. Вот, смотрите, книжечка у нас идет, обложка вертикально, а листочки горизонтально. Я приклеила наши листочки. И теперь нам нужно приклеить, вот так сложить книжечку. Видите, вот она, книжечка уже, считайте, готова. Так, аккуратненько. Тут главное, чтобы листочки совпали. Вот, смотрите. Так. Вот так. Ой, тут не доклеилась. Сейчас доклеим. Так. И вот она, наша книжечка. Можно считать, готова. Видите, вот они, наши странички. Легко, просто. Книжечку мы с вами, конечно, собрали. И у нас осталась вот эта вот ниточка для пришивания карабина. Я, видите, оставила ниточку для пришивания, но у меня карабин с карабином. Видите, то есть цепляется сразу. И поэтому мне вот эта ниточка не нужна. Поэтому кому не нужна, те прячут эту ниточку вовнутрь иголочкой. А кому нужна, тот пришивает карабинчик и тоже прячет ниточку вовнутрь. Она у нас уже, в принципе, и там была запрятана. Хорошо, мы проходили по краешку. Поэтому все, книжечка готова. Но опять это но. Естественно, ее хочется украсить. Это же книжечка. Это же красотища какая.
Поэтому украшать можно чем угодно. Можно украшать сердечками, можно украшать бусинками, можно украшать цветочками. Что мы сейчас еще немножко сделаем? Знаете, пришла мысль. Книжка есть, закладки не вижу. Вот раньше все время закладки какие-то были. И я решила сделать вот эту... как же она называется? Я не знаю. Ладно, сейчас придумаю. Так что начинаем украшать нашу немного скучную книжечку. Вернее, она не скучная, она классненькая. Но хочется ее еще украсить. Я решила сделать кисточку. Знаете, как вот бывают закладочки такие. Можно эту кисточку, кстати, мы сейчас ее сделаем. Можно ее, конечно, было и даже через серединку пропустить. И она тут бы бултыхалась. Но я сделаю отдельно. Кисточку с чего начинаю делать? Вот эта нижняя часть, висюлька будет. Просто наматываю на пальцы, можете на что-то другое намотать. Мы сейчас будем делать кисточку. Не сильно толстую. Я сильно толстую не хочу. Так. Здесь берем побольше отрезок ниточки. Вот я пропускаю через серединку. И просто завязываю узелок. То есть вот вся наша намоточка, видите, здесь. Даже такая огромная получилась. Слишком большая кисточка. А так будет слишком маленькая. Ничего, обрезать можно всегда. Укоротить это не проблема. Проблема, чтобы не сделать сильно короткой. Так. То есть намотали на пальчиках, завязали узелочек. Завязали узелочек. Сложили. И теперь нам нужно здесь сделать тоже такой узелочек. И еще можно разочек обернуть. Видите, вот обкрутила вокруг. И вот сюда протянула. У нас получился как узелочек стянутый. Все, затянула. И теперь вот этот кончик, мы засунем в серединку, затянем. Солнышко, это обрежешь. Так. И вот смотрите, я его в серединку, эту ниточку ненужную нам. Все. И теперь мы обрезаем по длине. Тут уже какая вам нравится. Подлиннее, покороче. Сейчас будем регулировать. Главное не переусердствовать, а то придется переделать снова. Вот так. Такая вот кисточка. Может, кому-то покажется большевато, я не знаю, мне нравится. Мы провяжем косичку. Видите, я вытянула петельку. И теперь вяжем косичку нужной нам длины. Так, я провязала 18. Сейчас посмотрим.
Вполне, да? Смотрите, вполне достаточно. Можно даже меньше. 18. Я, наверное, 2 уберу. У меня провязано 16 воздушных петель для моей книжечки. Обрезаю здесь нитку так, чтобы ее можно было с ее помощью потом пришить. Так. И все, у нас кисточка готова. Ну и вот смотрите. То есть 16 воздушных петель. Вот такая у меня кисточка. Можно ее сделать поменьше, если хотите. Меня устраивает. И все, беру иголочку и пришиваю. Сюда же, где у меня карабинчик. Просто буквально пара стежков. И прячу ниточку. Вот такая вот красота. И вот эту, да, кисточку можно, если хотите, еще когда будет перед тем, как вклеивать, приклеивать листочки, можно через серединку, тогда она будет прям, или можно пришить, чтобы она не бултыхалась совсем. Ну, мне нравится, когда чем больше бултыхается, тем интереснее. Мне, как обычно, не хватает чего-то, поэтому я решила, естественно, украсить саму книжечку. Я связала сердечко. Ссылка на мастер-класс, если вы не можете такое сердечко связать, ссылка на мастер-класс будет в описании ролика. И теперь я просто приклеиваю это замечательное красивое сердечко на книжечку. Можно посередине, можно сбоку, где вам нравится. Так. Красота какая сразу. Ну и для акцента в серединку добавлю такую бусинку. Если вы делаете книжечку на застежке, то смотрите, мы с вами вот связали обложку. И теперь приступаем к обвязке. Обложку мы вяжем точно так же, как и предыдущую. Только обвязочку, смотрите, мы вяжем 6 столбиков без накида. Теперь набираем 14 воздушных петель. И дальше отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петелечек. И в 9-ю мы начинаем провязывать столбики без накида. Видите, у нас получается вот такая вот петелечка. Провязали 6 столбиков без накида. Смотрите, провязали 6 столбиков без накида по цепочке. И теперь переходим на сторону и провязываем еще, здесь у нас было 6, значит еще 6 столбиков без накида. И дальше вяжем такая же обвязочка, как и предыдущая книжечка. В уголочке делаем воздушную петлю, еще один столбик без накида и переходим на сторону другую. Все, продолжайте дальше самостоятельно. На этом наши различия между книжечками пока заканчиваются. И вот смотрите, мы с вами связали обложечку вот с застежкой и связали листочки. Теперь
нам нужно, чтобы вот эти листочки оставались открытыми. Если мы в первом варианте полностью приклеивали, то сейчас мы будем приклеивать только по корешку. Вот он корешок, и вот он с этой стороны. Поэтому я беру пистолет, провожу вот здесь, видите, посередке. И теперь ровненько прикладываю листочек. Можно, конечно, пришить. Если вы хотите, вы можете полностью по корешочку сделать шов и пришить. Сейчас прихватится. Вот, смотрите, теперь наши листочки отгибаются. И здесь можно написать какое-нибудь послание для любимого человека. А еще можно, вот смотрите, можно вот здесь вот еще проклеить или прошить. И у нас получится такой вот конвертик здесь. Можно что-нибудь спрятать. Очень важное. Вот и все. Листочки приклеены. На них можно что-то написать, вышить, приклеить и т.д. и т.п. Что-нибудь такое. Можно вышить I love you. Приклеить сюда вот сердечко, как в первой нашей книжечке. Теперь смотрите. Значит, мы когда ее складываем, вот наша застежка. Теперь на вот этом уровне нам нужно пришить что-то, за что будет, естественно, цепляться наша застежка. Значит, смотрите, у меня есть вариант. Вот у меня есть пуговичка вот такая. Она, конечно, яркая, красивая. Ее можно пришить. И будет замечательно смотреться и одеваться. Но я хочу пришить вот такую бусинку. Вот, будет одеваться, видите, как застегиваться. А здесь хочу сделать, сейчас посмотрите, закладочку. Ну вот, смотрите, наша книжечка готова. Она застегивается. Вот. Держится на нашей бусинке у меня. Можно на пуговичке. Здесь я хочу как-то украсить средний лист. Сделать небольшую вышивку. Тут уже кто на что горазд, кто что умеет. Я такая по вышивке не сильно. Такая тавтология, да? Вот. Ну, попробуем. Попробуем что-то вышить. Не знаю, показывать вам этот весь процесс или не надо. Может быть, и не стоит. Здесь вот эту ниточку можно обрезать и слегка капнуть клеем. Так. Вывожу здесь в серединку. Видите, я вышиваю так, чтобы на этой стороне у нас не было отпечатка. Это обрежу. И обязательно здесь капну прозрачным клеем, чтобы ниточка не убегала. Так. И где-то до сюда, наверное. Да. Здесь у нас серединка. Ну, смотрите. Вот здесь. Буковка I. Здесь тоже надо обрезать и капнуть клеем. Или можно еще чуть-чуть сюда вывести. Но клеем обязательно. Это я так вижу. Может быть, кто-то... Может быть, меня смотрят мастерицы, которые умеют делать вышивку. Я не специалист. И мне было бы интересно, как правильно сделать, чтобы вот узелка не было видно. И с этой стороны вот не было букв. Так, буковка I. Да? Похоже? Похоже. И теперь приклеим сердечко.
Можете пришить. Это уже ваш выбор. Я приклеиваю. И продолжаем вышивать. Чтоб не вышивать, смотрите, я клеем написала буковку и просто приклеиваю, потому что с вышивкой я здесь, знаете, в чем неправильно сделала. Это если оставлять только разворот, а приклеивать, вот эти листочки приклеивать, тогда можно вышить вот насквозь, тогда я смогу. А вот вышить, как я планировала, как вот эту буковку, конечно, сложно. Поэтому сама себя попыталась перехитрить. Ну, опять же, опыт, вы посмотрели, сделали для себя какие-то выводы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как сделаете вы. То есть вот эти буковки можно насквозь прошить и вот здесь вот тогда приклеить. И будет открываться просто книжечка без вот этих листочков лишних дополнительных. Кстати, опять же, на этих листочках тоже можно что-то сделать. Напишите, может, у кого-то есть какие-то идеи. Вот, было бы интересно, что здесь делать, что здесь делать. Или все-таки вот приклеить и сделать раскрывающуюся только одну сторону, только одну страничку. Так, заканчиваю сейчас вышивку. Вернее, не вышивку, а вот такой вот способ. Ну, я для себя избрала. Вам, наверное, не видно. В принципе, имеет право на существование. Когда не хочется заморачиваться, когда оно все прекрасно приклеивается. Ну, вот так. Ну, красота. Без всяких таких трудоемких процессов. Вот так. Как вам? По-моему, очень здорово. Так, это можно пока закрыть. Ну, и я не знаю, стоит делать закладочку или не стоит. Хотя как-то я не знаю. Я, конечно, знаю, конечно, стоит. Закладочку буду делать элементарную. Ниточка с узелком. И буду вешать бусинки. В любом порядке. Тут уже как вам нравится. Можете сделать с бусинками, можете сделать с кисточкой, как мы делали предыдущую книжку. Тут уже ваш выбор. Ну, такая у меня кисточка будет. Теперь смотрите, я ее делаю по длине вот так вот, чтобы книжечка закрывалась. И у нас кисточка торчала. Если мы ее будем пропускать через книжку вот так. Все, теперь здесь посередине мы фиксируем нашу кисточку с бусинками. Можно сделать подлиннее, тут уже выбирайте сами. Можно бусинок больше нацепить. Я исхожу из того, что нравится мне. Пару раз пропустила. Завязать можно узелок. Если вы будете цеплять на карабин, который пришивается, вы сразу можете пришить здесь карабин. У меня карабин такой, который надевается, поэтому все, я здесь сделала узелок. И теперь могу немножечко вот сюда в середину, где у нас листочки приклеены, вот здесь пропустить. Видите, здесь не видно. Пропустить ниточку. Спрятать ее. Все. Обрезаем.
Ну и вот наш финал. Смотрим внимательно. Вот такая книга у нас с вами получилась. Сейчас осталось карабинчик. Так, цепляем карабинчик. Последний штрих. Наша книжка готова. Напишите, что здесь можно написать. И закладочку можно вставлять в книжку, а можно, чтобы она висела сбоку, так бултыхалась. Вот мы с вами сегодня связали два варианта брелков книжечек. Книжечка, которая не раскрывается, и книжечка, которая раскрывается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вам больше понравилась. Какую будете вязать вы, что вы будете писать на листочках, если вы будете писать. Надеюсь, вам понравилось. До встречи. Пока.